Всем привет! Лодочный мотор Yamaha 9.9 привезли на укорачивание ноги. Очень длинная нога с проставкой. Прежде чем его разбирать, мы, как всегда, проверили мотор. Мотор, кстати, окрашен кисточкой. При проверке мы обнаружили, что мотор перегревается. Контролька работает под большим давлением. Позже мы поняли, откуда такое большое давление. Видео работы мы не сняли, так как не планировали делать видео по этому мотору. Мотор работает на холостых, на передаче, неважно на каких оборотах, перегревается. Мы решили проверить термостат. Подумали сначала, что заклинил термостат. При снятии крышки термостата его там вообще не оказалось. Термостата в системе нет, но мотор перегревается. В таких случаях мы снимаем головку блока цилиндров и чистим слив. Обычно слив забивается песком, либо от коррозии. Если его не опреснять, он забивается. При снятии головки мы увидели, что слив не забит. Головка, кстати, вареная. Здесь черный герметик. Установили старую прокладку на герметик. Это вообще самодельная прокладка. Сняли двигатель. В любом случае, снятие двигателя требуется для укорачивания. И мы сняли головку блока уже на снятом двигателе. Вот что мы обнаружили. Кстати, вот. Прокладка головки блока с двух сторон намазана черным герметиком. Значит, эта прокладка не новая, а уже использованная и установлена старая. Мы увидели, что здесь просто заварили слив. Некуда сливаться в воде. Соответственно, вода здесь застаивается и начинает греться. Сумасшедшее давление контрольки объясняется тем, что вода сливается только через контрольку, ну и, соответственно, деваться ей больше некуда. Маленькое отверстие контрольки недостаточно для того, чтобы полностью слиться, и двигатель просто перегревается. Для чего здесь это варили, пока непонятно. Все в герметике. Прокладка двигателя в герметике и прокладка головки блока цилиндров. Также заварено здесь. Вот такой интересный случай. Заварили, продали. Видимо, запустили для проверки. Работает. Ну а как он там охлаждается или перегревается, это уже никто проверять не стал. Мы планируем просверлить здесь отверстие. Здесь канал имеется для слива воды. Просто нужно просверлить отверстие, и вода будет сливаться. Мы думаем, что этого достаточно будет. Также при продаже владельцу сказали, что это пятнашка. Однако карбюратор стоит от 9.9. Диаметр диффузора 15 мм. Это на моторе 9.9. На моторе 15 сил диаметр диффузора должен быть 19. Карбюратор попросили заменить для того, чтобы раздушить полноценно до 15 лошадиных сил. Далее будем снимать редуктор. В редукторе, кстати, эмульсия. Снимаем редуктор, укорачиваем вертикальный вал, укорачиваем ногу, убираем вставку и отпиливаем еще часть Дэдвуда. Сальники в редукторе будем менять. Стоимость сальников не входит в стоимость укорачивания, только работа. Кстати, по поводу компрессии. Компрессия 8 кг. Мы проверили перед снятием головки блока. Это радует. Но мы посчитали примерную стоимость всех работ, и владелец сказал, что этот двигатель обошелся ему в 50 тысяч. Вместе с нашей работой. Но нужно учесть то, что мы еще не разобрали редуктор,
не посмотрели состояние водяной помпы, хоть она и работала хорошо. То есть мы не до конца знаем итоговую стоимость всех работ. Это мы озвучим в конце видео. Задиров нет в цилиндрах. Разбирать двигатель мы не будем, он не шумел, работал хорошо. В таком виде, на таком моторе далеко не уедешь, потому что он просто перегреется и заглохнет, заклинит. Он перегревается уже примерно через 5 минут работы, даже на холостых оборотах, не говоря уже о повышенных оборотах. Наконец удалось разобрать редуктор. Пришлось его хорошо нагреть, несколько раз остудить в воде, еще раз нагревать, и обойма гребного вала вышла. Теперь мы будем укорачивать вертикальный вал. Для этого и разбирался редуктор. Укорачивать вал будем на величину вставки, плюс дополнительно 120 мм будет отпиливаться нога. Собрали редуктор, установили новые сальники, укоротили вертикальный вал, нарезаны новые шлицы и укоротили тягу переключения передач. Водяная помпа осталась старой, так как она была в хорошем состоянии. Сверлим канал для слива воды. Ну вот, мы просверлили отверстие для слива воды. Немного неэстетично, зато будет работать и не будет перегреваться. Непонятно одно, почему здесь они заварили, с этой стороны снаружи заварили, а изнутри не заварили. Чтобы исключить прогорание, мы попробуем здесь восстановить эту поверхность, заварить. При снятии головки блока цилиндров мы обратили внимание на толстый слой герметика. Это может означать то, что после сварки блок и головка не притирались. Поэтому мы будем их притирать, чтобы исключить кривизну плоскостей. И, конечно, все это соберем на новых прокладках. Вот что получилось. Обработали плоскости и восстановили здесь, в этом месте. При снятии пластины коммутатора обнаружилась здесь холодная сварка, но ее мы трогать не будем. Установили головку блока цилиндров, проверяем. Мотор проворачивается легко, поршни об головку не касаются. Сняли клапаны. И зазор здесь не 6 мм, это чистая 9,9. Для раздушки мы
Разгибаем ограничители до зазора 6 мм и меняем карбюратор. Необходимый нам зазор мы делаем следующим образом. Разгибаем ограничители при помощи пластины. При помощи молотка, как это советует статья в интернете, этого делать нельзя. Установив необходимый зазор, проверяем при помощи отвертки, которая соответствует диаметру 6 мм, и она сюда заходит. Устанавливаем новую прокладку, сами клапаны, и устанавливаем новый карбюратор на новую прокладку. На моторах 9.9D в этом месте еще может стоять ограничитель газа. Его необходимо снять, иначе дроссельная заслонка не будет открываться до конца. Вот этот ограничитель. Укоротили ногу, отрезали, сварили и покрасили в такой цвет. Такой будет интересный цвет. Все потому, что сама Yamaha покрашена в серый цвет. Так как при укорачивании мы обрабатываем сварочный шов, решили не красить не в ямаховский цвет, а максимально близкий. Будет такой красивый цвет. Собрали Yamaha. Yamaha готова. Увеличили мощность до 15 сил. Устранили причину перегрева из-за того, что слив воды был заварен. Укоротили ногу. Теперь охлаждение работает отлично и никакого перегрева нет. Теперь многое будет зависеть от правильно подобранного шага гребного винта после увеличения мощности. И также важна регулировка. Полный газ, минимум, чтобы опережение от зажигания было настроено, и открытие дроссельной заслонки. Подведем итог по поводу цен. Стоимость укорачивания лодочного мотора Yamaha 9.9 на сегодняшний момент у нас составляет 12 тысяч. В эту стоимость входит диагностика лодочного мотора. Мы запускаем мотор, проверяем его, смотрим охлаждение, слушаем, как он работает. Для того, чтобы после сборки не было никаких нюансов. Чтобы мы сразу знали, как мотор работает и есть ли какие-то недостатки. Если мы обнаружили какие-то недостатки в моторе, мы согласовываем ремонт с владельцем. Либо владелец соглашается на устранение этих проблем, либо мы занимаемся только той работой, которая нам поставлена – укорачивание ноги. После проверки мы начинаем разборку. Снимаем редуктор и разбираем его, для того, чтобы вынуть вертикальный вал, который будет укорачиваться. При разборке мы проверяем состояние водяной помпы, сальников, подшипников и всех остальных деталей. Если мы видим, что водяная помпа имеет какой-то износ, повреждения или пора менять подшипники, мы предлагаем владельцу это сделать. Работа будет входить в стоимость укорачивания, но за запчасти владелец уже платит дополнительно. Сняв вертикальный вал с редуктора, мы его укорачиваем. Если вал облегченный, значит вал укорачивается сваркой. Если вал не облегченный, то есть по всей длине имеет один и тот же диаметр, значит мы нарезаем новые шлицы. После укорачивания вала укорачивается тяга переключения передач, и редуктор собирается в обратном порядке. Масло в редукторе приходится менять, потому что редуктор полностью разбирается. Затем мы снимаем двигатель, снимаем ногу и укорачиваем. Некоторые дейтвуды можно укоротить и без сварки, просверлив отверстие и нарезав резьбу. Если дейтвуд был сварен, обрабатывается сварочный шов, и покраска дейтвуда входит в стоимость укорачивания. В итоге получается эстетичный внешний вид, не видно сварочного шва и незаметно, что мотор вообще был укорочен. Затем мы собираем лодочный мотор, устанавливаем новые прокладки
Прокладки в стоимость укорачивания не входят. И контрольный запуск после сборки. За укорачивание владелец заплатил 12 тысяч, доплатил за новые сальники, за карбюратор для увеличения мощности, и отдельно была работа по снятию головки блока цилиндров, чтобы избавиться от перегрева. Мы расходили поворотный механизм, втулки были все закисшие. В итоге общая сумма получилась 25 тысяч, а владелец приобрел его за 30 тысяч. Получил отличный надежный мотор, несмотря на его внешний вид. На этом все. Всем пока.